Как почистить дубленку своими руками? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. На дубленках в процессе носки появляются потертости и загрязнения. Их можно убрать в домашних условиях. Эксперты рассказали о различных методах домашней чистки дубленок, включая использование ластика, пара, манки, хлебной корочки и других средств. Для натуральных дубленок рекомендуются сухие методы чистки, такие как использование ластика или хлебной корочки, а также осторожное применение пара для восстановления ворса. Искусственные дубленки можно стирать вручную или в машине с использованием специальных средств, следуя инструкциям на ярлыке изделия. Натуральные дубленки делают из овчины, каракуля или козьих шкур, которые обрабатывают специальными дубильными веществами. Мех, за исключением каракуля, ощипывают и стригут. Если для дубления используются хромовые вещества, получается меховой велюр. Если жировые – замша. Как почистить дубленку из замши? Изделия из замши и велюра боятся влаги, поэтому их обычно чистят сухим способом. Для этого подойдет канцелярский ластик. Разложите верхнюю одежду так, чтобы были видны все пятна. Потрите ластиком загрязнения в одном направлении, затем в противоположном, чтобы удалить все фрагменты загрязнения. Стряхните отходы ластика с одежды и еще раз пройдитесь по загрязненным местам мягкой щеткой, чтобы поднять ворс. В процессе носки на дубленке могут появляться грязные потертости. С их появлением на рукавах, воротнике, полочках ворс практически стирается. Чтобы вернуть вещи прежний вид, необходимо очистить загрязненные места с помощью пара. Для этого воспользуйтесь ручным отпаривателем или просто подержите загрязненное место над кипящим чайником. Пар смягчит ворс. Потрите его после обработки паром щеткой в одном направлении и в другом. Специалист по ведению домашнего хозяйства Чиана Диксон рекомендует для чистки замши приобрести специальную щетку для замши или щетку с мягкой щетиной. Когда ворс поднимется, остатки загрязнения снимите влажной салфеткой. Еще раз пройдитесь по изделию щеткой. После обработки повесьте дубленку на плечики для высыхания. Въевшуюся грязь убрать с натуральной овчины довольно сложно. Чтобы не повредить вещь, используйте крахмал или манку. Эти вещества выполняют роль адсорбентов, впитывают частицы грязи. Предварительно проверьте, сухое пятно или нет. При наличии влаги такая чистка только навредит. Разложите изделия на ровной поверхности, насыпьте на пятно немного манки или крахмала и втирайте их круговыми движениями с помощью мягкой тряпки. Стряхните пыль с дубленки и осмотрите пятно. Если грязь остается, насыпьте свежую порцию крупы или крахмала и трите, пока вещество не перестанет сереть. Тогда процедуру можно закончить и стряхнуть остатки щеткой. Натуральная кожа без специального покрытия быстро пачкается, особенно страдают от пыли и грязи светлые дубленки. Чем почистить дубленку из овчины? Модное издание Voice советует воспользоваться подсохшей корочкой хлеба. Потрите ею грязный участок как щеткой. Трите от краев к середине пятна, чтобы пятно не распространилось на чистый участок. Хлебная корка впитывает грязь и поднимает ворс на замшевой дубленке. Для крупных пятен используйте хлебный мякиш. Сделайте из него шарик и катайте по пятнам. Такой щадящий способ применяется на дубленках с разным покрытием. Обработайте манжеты, рукава, воротник, где грязь собирается незаметно и образует засаленные участки. Жирные пятна быстро впитываются в кожу. Для их удаления понадобится вещество, впитывающее молекулы жира. Для такой очистки подойдет зубной порошок. Для обработки пятен разложите дубленку на ровной поверхности, насыпьте на пятно зубной порошок. Возьмите старую зубную щетку и круговыми движениями вотрите его в загрязненное место. Оставьте на 10 минут, затем стряхните остатки и пройдитесь по обработанному участку каучуковой щеткой. Это поможет удалить порошок и вернуть изделию прежний вид. Используйте этот способ, пока пятна еще свежие. Засохшую грязь на коже сначала распарьте отпаривателем, а только потом засыпьте порошком. Для чистки слишком затертых мест на дубленке понадобится влажная чистка. Протирайте пятна очень аккуратно, увлажняйте, а не мочите загрязненный участок. Если натуральная кожа сильно намокнет, она может деформироваться. Перед тем, как использовать жидкость, протестируйте ее на изделии с изнаночной стороны. Как почистить натуральную дубленку? Изделие из темной кожи очищайте в 2 этапа. Смешайте воду и нашатырный спирт 4:1. Намочите в растворе губку и отожмите ее. Влажной губкой обработайте загрязненное место. Разведите 1 столовую ложку уксуса в 1 литре воды и протрите поверхность дубленки этим раствором, сильно отжимая губку. Это вернет коже блеск.
После чистки промокните обработанный участок бумажным полотенцем и оставьте сушиться. Не сушите дубленку феном или вблизи нагревательных приборов. Верхняя одежда из светлого материала быстро пачкается, на ней видны любые пятна. Чтобы не отдавать вещь в химчистку на протяжении сезона, старайтесь удалять загрязнения сразу после их появления. Для эффективной чистки светлой дубленки используйте молоко с содой. Разведите 1 столовую ложку соды в стакане нежирного теплого молока. С помощью ватного диска нанесите раствор на пятно и слегка потрите. Затем обработайте место загрязнения водой с уксусом. 1 столовая ложка на 1 литр воды. Энциклопедия Кленпедия рекомендует добавить к раствору уксуса жидкость для мытья посуды. Просушите материал бумажными полотенцами и вывести на свежий воздух для окончательной сушки. Искусственные дубленки делают с тканевым покрытием, а внутренняя часть сшита из полиэстера или акрила. Уход за таким изделием выполняют по инструкции на ярлыке изделия. Можно ли стирать искусственную дубленку? Большинство изделий из искусственной кожи можно стирать или подвергать точечной обработке. Эксперт рекомендует стирать изделия вручную, если на этикетке написано только ручная стирка. Для стирки искусственной дубленки в машине поместите ее в сетчатый мешок и уменьшите скорость отжима, чтобы свести к минимуму образование складок. Вместо порошка используйте специальное средство для стирки искусственной кожи или мягкое моющее средство. Чистка дубленки в домашних условиях позволит держать вещь в порядке на протяжении всего холодного сезона. Воспользуйтесь одним из способов чистки, учитывая материалы, из которого сшита дубленка. Правильное применение домашних средств удаляет грязь и обновляет поверхность изделия. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.